Всем привет и добро пожаловать. Всем еще раз здравствуйте. Мы опять возвращаемся к вам с новыми темами для обсуждения, с новым опытом, который мы проживаем. И хотим поделиться в надежде, что это тоже кому-то как-то поможет на пути, что-то подсветит, возможно. Ам, Да, именно для этого. Или просто повеселит вас. Иногда и так бывает. И для этого тоже. Ну Да, и также посвятить своей энергией, порадоваться и вообще просто зарядить пространство любовью. именно так. Ну что, мы сегодня начнем с темы о глубине, о том, что каждый человек, он пытается стать все лучше и выше, достичь чего-то высшего и лучшего. А есть такая интересная вещь, где ты не выше, а ты уходишь глубже. И глубже не от себя, а глубже в себя. И чем ты глубже уходишь в себя и в свои корни, тем больше тем больше открывается мир, в котором можно играть уже на другом уровне. Да? Как правильно сказать? Опа, Да. у меня аж компьютер начал танцевать. Да, я абсолютно согласна. У нас как бы в обществе с детства нас учат получать высшие оценки, добиваться высших результатов, стремиться к высшему уровню во всем. Но потом в какой-то момент, вот в моей жизни, как это произошло, в какой-то момент я поняла, что когда я говорю, что я выше чего-то, кого-то, в тот же самый момент я кого-то ставлю на нижнюю ступеньку. И мне не понравилось это ощущение, потому что, во-первых, я не хочу никого ни с кем сравнивать, и это, в принципе, бессмысленно, как мы это обсуждали с тобой в одном из эфиров, выпусков, потому что каждый человек уникален, и, ну, если нет второго похожего тебя, по каким параметрам мы можем друг друга сравнивать? И когда ты начинаешь смотреть уже не на высоту, на которой ты идешь, плюс, мне кажется, когда ты стремишься пойти на какую-то высоту или забраться на гору, это как будто бы прям очень сильное напряжение. Ты как будто себя заставляешь, нужно, ну это прям через какое-то стремление, через борьбу идет, вот правильное слово. А когда ты начинаешь смотреть, во-первых, даже не вовне, не вверх, не вовне, а вовнутрь, ты же смотришь в сердце, в душу, в любовь, это про познавание себя внутри, а что там внутри у тебя в сердечке сидит-то по-настоящему. И это про откровенность, это про честность, это про being vulnerable, ам, про нежность, заботу, а это же все как будто бы часть любви, которую ты проявляешь в себе, чтобы понять, кто ты внутри. И сначала эта глубина, она как бы чуть-чуть маленькая, потому что ты только вот это можешь объять на тот момент, а потом ты идешь глубже, дальше и дальше в себя, и ты начинаешь чувствовать намного больше. А если ты начинаешь чувствовать намного больше на разных как бы вообще уровнях, ты и мир начинаешь видеть и ощущать намного глубже. И это вот этот новый уровень игры, каждый раз ты такой, опа, вот вроде как бы то же самая картинка перед тобой, но ты ее ощущаешь и понимаешь, и осознаешь, и чувствуешь совсем по-другому. И там столько добавляется еще новых оттенков, наверное, вот это слово, новых красок, да, новых ощущений, новых знаний, понимание того, что происходит, потому что не всегда все, как сказать, как оно кажется. Там много всего подслоев, разных подслоев. И я сейчас почему-то вспомнила, я недавно начала читать книгу одного философа,
и писателя Гурджиева, по-моему, правильная его фамилия. Илья, ты мне поможешь? Гурджиев, Потому да? что есть русская, есть английская версия, да? Гурджиев. Гурдеев. Гурджиев, да. Гурдеев. И в ее книжке, вернее, я ее не читаю, я ее слушаю. Мне так легче воспринимаются книги. И в ней говорилось о том, что я раньше про это не знала, что на Западе у нас только 7 нот. И это все, что мы слышим. А в Азии у них 7 нот, и в каждой ноте есть еще свои оттенки, то есть еще есть подноты. И когда мы, западные люди, слышим их музыку, для нас это настолько монотонно, мы не понимаем. Потому что мы слышим только вот один тон, только вот эту одну высшую часть. А они слышат все, у них там, по-моему, 48, по-моему, какое-то такое число было, я сейчас точно не смогу сказать. А у них там еще вот эти все разные оттенки. И это вот именно про это. Это, наверное, такой прям очень яркий пример, который мне сейчас пришел в голову, как описать вот эту глубину. Как интересно. А пока ты говорила, мне картина такая интересная нарисовалась. А я очень часто мультиками думаю. Мне в голове сразу мультики проигрываются. И я вот думаю, вот люди растут, да, растет, вот он все хочет выше, выше, там, выше позицию, выше, больше денег и так далее. А это все, если это рост только выше, то я представляю такое дерево, да, Мгм. и оно без корней. И вот оно такое тоненькое, но оно выше, 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 выше растет, 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 растет. Потом оно же такое становится, оно же начинает колыхать. И его очень легко сломать ветром. А Да. те деревья, которые, например, вот есть у нас в Мэриленде было одно такое красивое дерево, оно, наверное, диаметром было метра 3. Oh my goodness. Если его, например, если когда его срежут, например, то ну, там, на нем спать можно. Oh Но my God. оно настолько большое. Но оно настолько большое внизу, и у него такие вот ветки в разные стороны идут. Да, то есть про глубину, когда мы говорим рост во все стороны. Если ты вверх растешь, ты также и вниз расти должен. И также в ширину это вот глубина. И когда такое дерево, вообще все равно, что ветер, что торнадо, что буря, что дождь, этому дереву все равно, потому что оно настолько глубинное. А если ты видишь только сверху, то ты представляешь, какие у него корни. И их на самом деле видно, потому что есть там дома рядом, и им приходится отрезать часть корня, потому что дерево под землю уходит. Насколько это то, что мы видим корни, а еще глубинные какие они, да? И вот мне вот эта сейчас картинка вышла, насколько, если ты только идешь вверх-вперед, ты же ужасно нестабильный. Любое колыхание, оно может сломать человека. Это, кстати, прекрасный пример. Я прям даже сейчас все это с тобой увидела, прожила в своей картинке. И у меня, знаешь, сразу была такая ассоциация, когда ты говорила про это тоненькое дерево, которое просто вверх тянется. Я почему-то сразу увидела, что это эго растет. И много же есть примеров. Я уверена, что большинство людей с этим сталкивалось или слышало таких случаев, когда у человека ломается эго, это очень тяжело, потому что нету больше никакой другой опоры. Если человек только опирается на эго, ну, как бы потом начинаются достаточно такие печальные моменты, люди уходят в депрессию, а что мне с этим делать, ну, как бы, вот, у меня не получилось, и вот они падают в эти ямы, а когда у тебя идет глубинное расширение, и корни, и ветки, и вверх, и ты еще многогранно себя развиваешь, то есть это разные грани тебя как бриллианта. Это твои разные таланты, это твои разные маски. Ты можешь быть мужчиной, женщиной, разной женщиной, разным мужчиной, или, допустим, в тебе могут проявляться разные твои качества. И когда это все проявлено
проработано, развито, то да, может быть, там тебе где-то чуть-чуть прилетит, и ты такой, о, поранила, да, или одну веточку отрубила, но у тебя столько других опор и фундамента, что тебе ничего не снесет. То есть у тебя настолько сильный дух, что не в зависимости, какой там ветер, какой там цунами, это все не важно. Даже если цунами, ну, то есть в тебе уже такая сила опора, что ты столько в себе простроил и выстроил, ты все равно потом, твой маленький там корень где-то в земле прорвется и в другом месте выйдет. Ну, то есть ты настолько силен внутри, твой дух, что тебя ничего, никто, никогда. Еще, знаешь, пока мы разговариваем про это, я вспомнила еще, когда я первый раз смотрела фильм «Аватар», М, там есть дерево, Эйва. да. И это дерево, оно, во-первых, насколько оно большое, во-вторых, насколько у него корни. И когда садились жители этого комьюнити, они садились все на пол, присоединялись своим хвостом к земле, к корням Мгм, дерева и вместе чинили что-то или исцеляли кого-то. И так интересно, когда я первый раз увидела это дерево, мне первая мысль пришла, о, это я. А потом я думаю, я дерево, ну, что это такое интересное. Почему-то мне настолько резонировало это дерево, потом я искала очень долго картину большую дерева, мгм. которое можно было повесить мне в зал. И М, а потом после этого мы смотрели фильм Game of Thrones, мгм. Игра престолов, и там же тоже дерево есть. Ты помнишь его? Там тоже есть Не. дерево. Там тоже большое дерево есть, к которому парнишка ходит, и оно с ним разговаривает. Потом на него ворон прилетает. Я уже детально не помню, но там есть тоже дерево. И Мгм, у него есть лицо. мгм. Мне тоже, когда я это дерево увидела, тоже мне это дерево резонировало. Я думаю, что это смешно очень. Я очень часто себя... э, Да, у меня такое ощущение, что у меня какая-то определенная connection с деревьями. И Мгм. я себя прям чувствовала дома, когда я ездила в Аризону, в Сидону. А там огромные такие толстые деревья везде. И плюс там, где вортексы, возле вортексов, если ты смотришь на дерево, то дерево растет вот так вот спиралью наверх. Потому Ой, что вортексы постоянные. Посмотри на мгм. гугле. Да, смотрю. Vortex и trees that grow on vortex. И они настолько там энергетический vortex кружится, такие как мини-торнадо. И дерево также растет. Оно растет Вау. по этому. И когда я это уже увидела в Сидоне, все, уже всякие вопросы, которые у меня были об энергии или чему-то такому, то они у меня все уже ушли. Если я даже до этого подозревала, правда это или нет, когда я увидела эти деревья, то когда... Да, и ты на самом деле, когда встаешь на этот вортекс, где это дерево, Мгм. когда ты встаешь, ты прям чувствуешь вибрацию э, этого места. Мгм. Очень интересно. Такое очень магическое место Сидона. Очень советую всем. Ой, я с удовольствием. Ну, как бы у меня давно это на моем радаре. Я думаю, придет время, когда я должна там побывать, Мгм. и тогда я поеду. Но мне безумно хочется. А мне сейчас пришло такое краткое, быстрое воспоминание, когда я была в Коста-Рике, мы пошли гулять возле вулкана. Там есть один магический вулкан, где, как оказалось потом, естественно, это все не просто так. Мы должны были вообще поехать с моим знакомым на водопад, и именно в тот день он не знал, когда мы поехали туда, он был закрыт. И в результате наш маршрут вообще полностью изменился, и мы поехали к вулкану. И я тогда вообще первый раз в жизни была так близко, находилась с вулканом, и там была история про то, что про любовь. Там наверху растет, боже мой, вид орхидеи, который больше нигде не растет. С чем оно связано? Встретились девушка и мужчина,
с разных племен, и они друг в друга влюбились, а их племена воевали. Я сейчас точно всех деталей не вспомню, но, по-моему, парня в какой-то момент убили, и девушка поднялась туда наверх, и ее жизнь как бы там закончилась, но цветок остался как-то жить как знак ее любви к нему или что-то такое. То есть она не хотела продолжать свой путь без него, что-то такое. Anyway, вообще рассказ не про это. Меня немножко унесло. И я там первый раз в своей жизни встретила вот это дерево, про которое ты говоришь, которое там 2-3 метра в объеме. Я всегда мечтала. У меня тоже связь с деревьями, я их безумно люблю, чувствую, слышу. И если мне когда-то в жизни удастся их еще прям как увидеть на другом уровне, как они работают, с ними начать взаимодействовать, я просто вообще буду благодарна. И я помню, что я подошла просто, чтобы к нему, к этому, а, не знаю, это даже не старичок, это прям мудрец, мудрейшее создание, которое на планете уже не знаю сколько, 700 лет, может быть больше, 300, ну не знаю, 300, 700. И я пришла его обнять, и у меня друг такой говорит, аккуратнее, аккуратнее, там же змеи могут быть. А мне уже было все равно. Я просто стояла, обнимала с ним и делилась энергией, потому что они здесь дольше, чем мы, и они же еще и общаются, естественно, друг с другом. И вот то, что меня всегда поражает в природе, нам действительно нужно от них больше учиться и возвращаться к ним, потому что у них есть такая история про то, что они даже помогают другим видам деревьев, если им не хватает витаминов. Да, а это, знаешь, как, ну, называется mycelium. Да? Я не Да, знала. это mycelium. Вообще в земле есть mycelium. А mycelium – это семейство определенных грибов, Мгм. которые соединены под землей, и они через mycelium общаются деревья. И когда одно дерево начинает болеть, Мгм. через mycelium проходит энергия и говорит другим деревьям, что вот это дерево болеет. И они начинают свою энергию отправлять по mycelium и начинают чинить это дерево. Обалдеть. Это на YouTube и в Netflix есть прям видео про эти mycelium рассказывает. It's a network of fungi, Мгм. которые защищают лес, джунгли, все, что растет, потому что они вместе. И Получается, хранители леса. хранители леса. А ведь мы люди, мы же тоже как деревья. Да. И мы же тоже имеем такую силу соединиться и помогать друг другу. А на самом деле сейчас что происходит? Наоборот, идет определенное разрушение. Но, может быть, и оно нужно для того, чтобы нам вспомнить, что у нас тоже есть мои силы, мы просто не все его помним. Но у нас есть такая сила. И они вот в «Аватаре» очень хорошо это показали. А работать нужно Да. с природой вместе. Когда мы, например, идем и думаем, что мы без природы что-то можем решить, это очень глупо. Природа, она говорит, эх, вы молодежь, да, как бы, потому что люди, мы-то вообще, мы почти самые новые, нет, не почти, мы самые новые species на планете. Да. Деревья были, животные были, природа была, земля была. А человек такой пришел, я самый умный вообще, я все сам знаю, сейчас придумаю, вместо того, чтобы работать в партнерстве с природой. Это правда. Я, кстати, помню, я когда работала на Voluntary Carbon Market, в рынке углеводных единиц, который вот именно сосредоточен на том, чтобы защищать природу, мой главный мотор на тот момент, ты как бы, почему я туда вообще пошла, то, чтобы нужно помочь природе. Вот прям нужно ее спасти. Мы, люди, должны ее защитить. В какой-то момент я осознала, что это как будто бы борьба с последствиями человеческих действий, и что на самом деле проблема-то в людях, и нужно лечить, ну, как бы, нужно фокусироваться на людях, то есть, а не
то, чтобы бороться. Безусловно, это тоже важно в каких-то моментах, где уже пострадали, но корень проблемы — это, конечно, люди. Но почему я рассказываю эту историю? И потом уже через какое-то время я натолкнулась на такое как бы видео, где говорились о том, что и это просто мою систему перенастроило. Ну, как бы просто как бы перезагрузила. В шоковом состоянии я была после этой фразы. Я не помню, кто это был, это была женщина, и она говорит, вот мы люди, как всегда, на своем эго рассуждаем обо всем. Нам нужно спасти природу. Боже мой, что мы с ней сделали? И она говорит, нам ничего не нужно спасать. Вот природа, на самом деле, ей... Я про это подумала. У нее все хорошо. Ну, то есть она сама себя спасет. И один из ярких примеров — это то, что происходило с планетой, и как все восстановилось за пару месяцев во время ковида, когда люди просто ушли, были закрыты в домах, и тут в Венеции почистилась вода, Да, вернулись дельфины. Ну, это такой один из примеров. Там была куча всевозможных примеров, и как все поменялось. И на самом деле мы вообще природе не нужны. То есть если ей захочется, вот она устроит очередной ураган там, или еще что-нибудь, все поснесет. В природе все настолько правильно и гармонично, у них все хорошо и замечательно без нас. Вот мы да, вообще туда не должны включаться. да, 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 да. Так интересно, когда ты сказала, это первое, что мне пришло, потому что это все равно, что двухлетний ребенок скажет, мама, я тебе сейчас спасу, я тебе сейчас помогу и все за тебя сделаю. А мама Да. такая, да, мое солнышко, да, да, давай, давай, помогай мне. Знаешь, на самом деле природа, она, э, ну, все, что натуральное, да, ну, а мы же часть природы. И мы же и есть природа. Но мы, как люди, создаем что-то, потому что мы, на самом деле, из всего живого существующего, мы на самом деле продвинулись быстрее, чем все остальные на планете. И человек начинает придумывать орудие, потом за ним следующее орудие. Даже AI, искусственный интеллект, он все равно идет определенного типа орудия. А на самом деле все, что нам нужно, все эм, уроки, все, что нам нужно знать, можно просто посмотреть на природу и посмотреть, как оно работает в природе. И вот тебе ответ. Что делать? Э, С утра сегодня у меня было сообщение. Я вчера каким-то образом случайно подписалась на группу родителей детей, у которых ADHD. Я не знаю, как по-русски она называется. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. А у меня сын, когда маленький был, у него этот был диагноз, но он был очень гиперактивный. Ну, прям очень. С ним не справлялись ни в одной школе, пока ему не стало 14 лет. Да, и вот до Мгм. 14 лет было очень такой, он был очень гиперактивный. Но два занятия были в его жизни, которые его, нет, три, успокаивали. Первое, это было, если он работал в огороде, он как раз ходил в школу, в которой был огород. И они выходили на улицу, и он сразу бежал в огород и начинал копать или работать, разговаривать с деревьями, ну, Мгм. с растениями. Второе, это когда они изучали про животных. Они могли ему давать вот такую толстую, огромную книгу про животных. Если они Мгм. ему дали эту книгу, все, он спокойно сидел, занимался своим делом, он мог листать, читать часами просто. И у них был аквариум, и он мог сидеть, смотреть на рыб и разговаривать с ними очень долго. И потом, когда уже учителя стали замечать, что, оказывается, он очень хорошо работает с животными и так далее, они привезли черепашек, потом купили, потом этих гинипигов купили и так далее. Да? То есть у них был определенный подход, потому что они наблюдали за ребенком и смотрели, что ему нужно было. Но потом, когда он уже пошел в обычную частную школу, там начались проблемы, потому что у частной школы одна задача —
вот у меня стандартный curriculum, и ты должен его изучить. А, конечно, ему скучно. Э, И когда он приходил домой, он наконец-то успокаивался, потому что он сразу смотрел Animal Planet. А третье занятие у него было это видеоигры, потому что видеоигры, они определенный мир, где дети с ADHD, они чувствуют себя в контроле за своего character. М, Да? И я сижу, смотрю сегодня с утра, почему-то меня занесло в эту группу, и они там друг другу помогают, рассказывают, вот, пойдите к этому доктору, разберитесь, что вы не так сделали, вот, пойдите это, пойдите вот в эту программу, там, наймите психолога, чтобы играть в плей-терапию и так далее. Я сижу, смотрю, такая, думаю, блин, написать, они меня забросают этими палками, да. А на самом деле, что нужно, это просто, во-первых, замечать от ребенка. У каждого ребенка с ADHD есть определенный интерес. И очень часто он, кстати, с природой связан. Как это интересно. Уже натурально у них с природой связано это. мгм, А второе, это у них еще какой-то есть activity, который их привлекает и где они могут расслабиться. А на самом деле, что происходит с ними? Они уже настолько продвинулись еще более вперед, чем остальное society, что им просто скучно сидеть и стандартный curriculum изучать. мгм. И опять-таки вот природа такая говорит, ну посмотрите на меня, я вам сейчас подскажу. А мы такие, нет, нам надо к доктору сходить, доктор больше знает, чем я и так далее. Я, кстати, когда ты сейчас начала говорить, у меня очень была сильная реакция на слово «продвигаемся». То есть человечество больше, дальше всех продвинулось. И потом у меня появилась такая мысль в голове о том, что мы вообще в правильную сторону Вот, продвигаемся. вот. Здесь-то и И вопрос. потому что, вот как ты правильно говорила о том, что мы, наше эго, оно также проявляется и на широком, как сказать, в широком уровне, то, что мы видим человечество как какую-то а, отличную единицу от всего остального. То есть все как будто бы крутится вокруг нас. Хотя на самом деле это не так. Человечество должно вспомнить, что мы частица мира. Мы маленькая частица вот этого гигантского, прекраснейшего мира, природы. И ее не победить, во-первых, если кто-то решил побороться с этим. И она настолько глубиннее, настолько мудрее, ну, то есть там столько мудрости, и эта мудрость передавалась столетиями. И она наблюдала, как люди приходили, уходили, что происходило, как строились города, как они уходили, ну, как бы стирались, менялись, изменялись. Она за этим всем тоже наблюдает. И мы часть этого процесса. И как бы жить из позиции, что мы тут главные, и мы что мы хотим и делаем, и мы рулим процессом, это как будто бы немножко странно, потому что мы не рулим процессом, мы Мгм. часть процесса, а в процессе, как бы вот этой системе должна быть гармония, поэтому это очень важно взаимодействовать с природой, и вообще понимать то, что происходит, и черпать знания оттуда. Мы же, в принципе, были созданы, ну, как бы созданы, если посмотреть на человека. У нас легкие в виде деревьев, веток, да, уши. Но уже неоднократно было показано, что человек — это реплика природы. И Да, это не просто так. да. И у тебя в этом очень глубинные знания, есть тоже определенная теория по этому поводу, если ты хочешь поделиться. Перед тем, как я поделюсь, я хочу с тобой поспорить чуть-чуть, да, Мгм. потому что я с тобой не согласна. А, Потому что у меня в моем теле есть одна клетка, она у меня самая важная. Она у меня вот здесь вот на руке, у меня есть там вена, и внутри этой вены вот есть одна важная клетка, и что вот она отвечает за всю мою жизнь. Да, все остальное это как бы просто прикалываюсь. Я такая, И вот мы, что происходит, о чем ты говоришь?
И вот мы Ну люди, да, я понимаю, о на чем ты. Это самом деле, такой да, пример, как человек. да, во всем человеческом теле у меня есть только одна клетка, а она у меня самая важная. Все остальные неважные, да, как бы, но это же глупо. И так же и человек. Вот он ходит такой в своем, может быть, в своей семье, может быть, в своем комьюнити, а может, во всем мире, а может, во всей вселенной такой, я вообще тут, короче, сейчас все порешаю, ребята, да. И да, конечно, каждая клетка моего тела, она отвечает за свое, за себя, да, в Да. сердце клетки отвечают за сердце, в глазах клетки отвечают за глаза, в волосах клетки отвечают за волоса, да, как бы, и все оно взаимосвязано. Мои глаза без моего тела не будут работать. Однозначно. Единственное, что может быть, например, можно отсоединить, это вот волосы. И вот, кстати, для меня это очень интересная такая теория тоже, что волосы можно подрезать, да, и ногти. Их Мгм. можно подрезать, и ногти можно подрезать, и все равно они будут продолжать расти. Мгм. Но, в принципе, и так же и тело. Если, например, случайно порежешься, то тело само за себя, оно, в принципе, отвечает. Оно медленно отправляет туда эм, энергию, чтобы оно починилось, чтобы оно исцелилось. Но вот мы люди, а мы очень смешные. Мы ходим, думаем, что там, я одна. Я не одна. Моя вся семья – это часть меня, мое все комьюнити – часть меня, весь мир – часть меня, вся земля – она часть меня, да, то есть мы настолько все э, связаны, и та теория, которую я изучаю, перевожу книгу и переписываю ее уже на модерный язык, она фокусируется на том, что теория организационная, что все, мы все связаны. Мы, мы не только все связано, животные, планета, все планеты друг с другом, все клетки, и можно уйти вообще на огромное, масштабное, все вселенные, Мгм. все, что существует, или же можно на молекулярный уровень выйти тоже, да, где даже на уровень фотонов. Эм, вот, поэтому там теория, она очень глубокая, но она очень простая. И, кстати, вот одна часть из этого всего, то, что ты говорила, это чем дальше мы двигаемся, мы тем дальше уходим от базы того, что мы часть природы, и мы забываем. И также тот исследователь, который написал эту информацию и был самым первым, кто зафиксировал ее, он говорил о том, что это происходит в компаниях также. Чем больше ты специализируешься в определенном направлении, тем дальше ты уходишь от ядра компании, и тем больше у тебя начинает язык. Например, как бухгалтер, я говорю на бухгалтерском языке, который только бухгалтера понимают. Мгм. И когда я начинаю на своем бухгалтерском языке разговаривать с департаментом, который отвечает за законы, и они говорят на языке закона, и мы с друг другом разговариваем, пытаемся говорить о том, куда мы ведем эту компанию, то постоянно происходят определенные кризисы и определенные споры, потому что мы не говорим на простом языке, на языке человека. И теория Sage University, она такая, что давайте вернемся сначала к ядру. Кто я и кто ты? Давай поговорим человек с человеком. Когда уже мы друг друга увидим, тогда я могу показать тебе свою сторону, а ты мне свою сторону. Но нам в этот момент нужно упростить язык, на котором мы с друг другом разговариваем. Да, я пока тебя слушала, еще вспомнила про такую вещь. В западной медицине как бы обычно смотрят, когда ты чем-то заболеваешь, просто на твой орган, на часть Мгм. твоего тела. Мгм. И я никогда не могла понять, вернее, не то, что никогда,
но вот с недавнего времени начала думать, потому что как вы можете лечить один орган, несмотря на всю картину моего тела? Не понимая, во-первых, не одно дело, несмотря на всю картину моего тела. То есть у меня могут быть, не знаю, боли в печенках, да, а проблема вообще на самом деле с гормонами. То есть нужно же всякие разные параметры проверить. Я уже, там же можно пойти еще глубже. Глубже в плане того, что где ты вырос, что ты ешь, как ты спишь. Это же тоже важно. И я вот пару лет назад нашла такое новое направление, называется биоэнергетика, где смотрят на человека как на целый организм. И у тебя как бы проверяют все возможные факторы, чтобы понять, где у тебя сбой в системе. И это вот опять же, как бы если мы возвращаемся к пониманию того, что все в мире, оно соединено. И это не просто про рост вверх, это про глубину, это про понимание, что происходит в природе, это про понимание, кто находится перед тобой как человек. Это не просто про картинку, да, человек вышел, там красивая девушка, допустим, или симпатичный парень, такой банальный простой пример, а что внутри? То есть заглянуть туда и посмотреть, а что на самом деле внутри. И про взаимодействие в компаниях, да, там же тоже эта история про то, что нужно соединить очень многие составляющие, и если одна из них не работает, то и вся машина не будет well-oiled machine. То есть все в мире очень работает через very complex, очень сложную систему. И чем больше ты заходишь в глубину себя, тем больше у тебя появляется возможность это осознать, понять и раскрыть и увидеть. И это вот это такой большой дар, который ты получаешь после того, как ты начинаешь вообще понимать, кто ты. Сначала ты понимаешь, кто ты сам и что там у тебя внутри, а потом ты начинаешь весь мир раскрывать совершенно с других вообще ракурсов, через другие линзы на них можно смотреть, и там столько у тебя инструментов появляется, и ты видишь это совсем другими глазами. То есть в этом есть большой подарок. Да, и еще к тому, что ты говорил, да, если у тебя определенная часть болит тела, ты смотришь сначала на все тело, потом ты смотришь на окружение человека, что у него происходит в жизни, стресс у него, или он, наоборот, может быть, слишком быстро все поменялось из стрессовой ситуации в ситуацию, где они просто, этот человек, он начинает спокойно жить, и тело такое, что происходит, не понимаю. Потом смотришь на отношения внутренние, потому что когда мы смотрим на людей и думаем, что это люди, это немножко заблуждение. Мы не люди, мы природа в первую очередь. И у нас есть определенные заложенные traits, да, или заложенная какая-то программа изначально природой. Женщина создана для того, чтобы, если так вообще по природе посмотреть, в ней она создана для того, чтобы детей делать. Мужчина создан для того, чтобы защищать ее, но также они вместе приходят, потому что без мужчины и женщины дети не получаются. Мгм. И все, вот это внутри, вот в самой природе, это начало. Изначально для чего мы сделаны? Для того, чтобы procreate, по-русски, как это, размножаться, Размножаться. да. И все. Это единственное по природе для нас, это единственная задача. А все остальное мы придумывали себе. Да, Да, задачи, темы, комьюнити и так далее. А почему комьюнити? Потому что в комьюнити легче защищать детей. да. Да. А все остальное, как бы, и вот когда люди начинают с такой серьезностью принимать свою работу, свою тяжесть работы или тяжесть своего бизнеса, тогда немножко смешно. Или эмоции, потому что даже эмоции, хотя, знаешь, говорят, что эмоции
только человеку даны. На самом деле это неправда, потому что собаки тоже имеют эмоции. Мгм. Но эти эмоции, они просто для них как подарок. А мы что-то пытаемся из них выдумать, что все, я эмоционально там обиделась, все, не хочу больше с тобой разговаривать или что-то такое, да? И самое, что интересное, что мужчины, им даны эмоции, чтобы их испытывать, наблюдая за женщинами. А женщины, мы такие эмоциональные. И все для нас, прям весь мир возле наших эмоций. Все, я недавно, когда проводила, как разговаривать с мужчинами в бизнесе, и с ними про это говорила, да, что почему мужчины преуспевают больше в бизнесе, потому что вот пришли ему эмоции, он их прочувствовал, дальше пошел. А женщина, Мгм. да, приходит к ней эмоции, она все, там, Лариса мне сказала, что я поправилась. Все, как она могла. Она же моя подруга. Я с ней больше не буду разговаривать. И все, у нас с Ларисой больше не будет проекта. Потому что, не знаю, она мне сказала, что я поправилась. А мужчины такие, ты поправился, иди в попу, пойдем дальше работать, да? И, ну, что-то вроде этого. Вот, поэтому оно вообще, ну, на это глубина, да, как бы это Да. глубина понятия самого себя, самой себя, чтобы развиваться дальше. А развиваться правильно, развиваться в какую сторону? Если мы только вперед, вот так, и получается, что наше общество, оно развивается только в одном направлении. Поэтому мы такие все легко ломающиеся. Это правда. Мне просто, у меня вообще слово такое в голове крутится, в жизни ничего не линейно. Вот это однозначно. Ничего не линейно. Там нету точки А и Б, и все. Жизнь так не происходит. И в тебе так ничего не происходит, и в природе так не происходит. Это все очень, это живой организм. В этом вся прелесть. И поэтому строить вот эти как бы точки и прямые линии, оно не сработает. Мгм. Нужно жить в моменте и проживать его вот прям максимально, насколько ты можешь, в плане того, что быть откровенным с самим собой. Вот как оно у тебя происходит, но и также это проживать осознанно. Осознанно понимать, окей, вот у меня сегодня такая месочка делать, почему мы оделись, почему я сейчас проживаю этот опыт, от чего, для чего. То есть глубина прочувствовать, а не на автомате идти по своему пути. Если ты приходишь вот в этот уровень, то и уровень твоей игры меняется. То есть, опять же, насколько все глубинно, ну, это просто великолепно. Ну, это словами на самом деле не объять никак, пока ты это не прочувствуешь внутри. Пока твое сердце не раскроется, ты не пойдешь вот туда, в глубину, честно, откровенно не посмотришь, а что там у меня внутри-то, где я настоящий, что я хочу, куда я иду, и вообще, что происходит в моей жизни. Когда я была в 2006 году в колледже, я была я брала класс по журналистике. И у меня был очень интересный профессор. Я тогда еще его не так понимала, как я сейчас. Я очень... Так интересно, из всех профессоров я ни одного не помню, кроме него. О, Из вау. колледжа я его только помню. Я даже помню, как его зовут. И он дал нам 3 задачи, которые меня на самом деле поменяли, как я вижу мир. Первое, это он нам дал поэму, ам, Поэзию. поэзию, которая про линии говорила. И поэзия была про то, как мы, люди, линии придумали сами, потому что в природе нет ничего линейного. И человек придумал линии, потому что ему легче так двигаться вперед, потому что мозги линейные. Мгм. Природа не линейная, а мозги линейные. Даже как вот машина, да? Машина-то придумана человеком. Да. Чтобы на машине ездить, нужны линии на дорогах.
Да, то есть очень Мгм. интересная поэзия. Это первое было. Второе, это у нас а, у нас было сочинение, которое мы писали. И для того, чтобы писать сочинение, нам нужно было выбрать э, продукт из природы. Например, что бы хотели мы, но должен быть продукт. Или фрукт, или овощ, или что-то такое от природы, или цветочек. Мгм. И я выбрала апельсин. И Мгм. мне нужно было в течение 6 недель наблюдать за апельсином и каждый день записывать изменения в апельсине. Это было ужасное задание тогда, и оно мне казалось таким тупым. Но когда я назад смотрю и вспоминаю, думаю, вау, какой же это был уникальный профессор. Я ему хочу, кстати, написать. Я хочу попытаться найти его. Ты представляешь, что первые 3 дня он нам позволил вообще не смотреть на наш продукт. Вот поставила его и не трогаешь, чтобы он не двигался. Мгм. И я через 3 дня прихожу, я говорю, ну какой был, такой был. Он говорит, нет, он не такой. Ищи изменения. А еще я немножко тяжело себе для себя сделала, потому что я не нарушила продукт. Некоторым он дал задание взять, например, яблоко и надрез сделать там. Мгм. А у меня он говорит, ты можешь или разрезать апельсин, или просто за ним смотреть. Поскольку я с ним его не трогала, он очень медленно менялся, но он менялся. И вот нужно было сидеть часами, пока ты не найдешь хоть одно изменение в нем. И я сначала тяжело было, а потом я начала замечать, что вот эти дырочки, которые внутри апельсина есть, некоторые из них начали становиться чуть-чуть шире. Мгм. Потом, поскольку из него уходила moisture, влажность, он начал менять форму. А уже на 4-ю неделю, конечно же, уже было заметное изменение, как он менялся. И все это нужно было записывать ежедневно, каждое изменение, которое ты заметил. И потом, после 6 недель, тебе нужно было про это написать еще и сочинение. Мгм. Это был сумасшедший опыт. Он был просто сумасшедший, потому что думаешь, ну как можно написать интересное сообщение про это. И третье было задание, это нам нужно было выбрать фильм Мгм. и проанализировать фильм, сочинение. Мгм. И нужно было, чтобы минимум было 10 страниц. Я О, думаю, вау. вы Это прям сумасшедшие. книга целая. Да, я ему сказала, ну, там, double spaced и так далее, да. Я думаю, учитель, вы какой-то... Я думала, что он просто садист, этот учитель. И когда... почему-то я выбрала тогда Matrix, «Матрицу» фильм. Мгм. Еще тогда я выбрала фильм «Матрица». И когда я его начала разбирать, я нашла столько информации на интернете, которая рассказывала, что этот фильм, он немножко похож на Библию, там много чего. И вот я написала это сочинение, я написала его на 10 страниц, и я выиграла себе scholarship О написать май это goodness. сообщение. Вау. Да, и вот я очень, вот мы сейчас говорим, я очень хочу найти этого профессора и посмотреть, если он до сих пор учит, и написать. Обязательно сделай. Но там, конечно, прям ancient мудрость в нем, и он не просто так все это Да, да, очевидно рассказывал, а наоборот, чтобы разбудить и пробудить в вас вот эту мудрость. И я сейчас, во-первых, вспомнила о том, что сейчас все больше и больше появляется вот школы, где детей учат через опыт, жизненный опыт. Ну, допустим, как поддерживать, там, не знаю, другого человека, там, когда вы идете в поход, да, то есть это детишки не сидят в классах, они проживают, да, как сделать себе завтрак, да, как добыть огонь, ну, грубо говоря. Там, естественно, все это более глубинно, как развивать креативность. И мне вот такой подход очень откликается не про достижение каких-то оценок, а про те жизненные
скиллы и навыки, да, которые необходимы каждому человеку, чтобы пройти эту жизнь и прожить ее. Потому что я, когда вышла из школы, во-первых, у меня отдельная история, но мы как-нибудь я это расскажу. Но я поняла, что те навыки, которые мне необходимы для жизни, мне в школе в принципе не дали. Например, финансовая грамотность, она отсутствовала. А, Как взаимодействовать с людьми, психология, даже какой-то вообще минимум basic, то есть как взаимодействовать в критических ситуациях, да, как реагировать, что-то вот такие вещи, да, как начинать свой бизнес. Ну, то есть я могу продолжать, и как будто бы, ну не то, что как будто бы, систему нужно изменить, потому что в жизни многие вот эта информация, которая тебе заливается, ты, в принципе, потом выходишь, и она тебе не нужна по жизни. В большинстве случаев. Глупости понабирались. Что еще у меня как-то внутри очень сильно проявилось, когда ты рассказывала, особенно про апельсины, вот про то, что вам нужно было записывать, что с ним происходило, это цикличность. Цикличность и то, что в нашей жизни, во-первых, цикличность — это вторичная история. Начало про то, что все изменяется постоянно. Ты меняешься постоянно. Ничего не стоит на месте. И ты можешь выбирать, как ты меняешься. Ты можешь расти, можешь быть в каком-то другом состоянии, но все в жизни меняется, так же, как и природа. Опять вот этот резонанс. То есть мы так же, как природа, идем по циклам. И она постоянно меняется, и мы постоянно меняемся. И это очень, кстати, сильно, мы вчера это обсуждали с тобой, очень сильно, мне кажется, это проживает именно женщина. Женщина, она вот в ней это прям встроено как механизм, потому что мы это даже чувствуем. Начинается весна, тебе хочется уже какие-то другие наряды, у тебя уже тело просыпается, тебе хочется танцевать, создавать и готовить другие блюда, да, допустим. Женщины это очень ярко проживается. Вот именно как живет природа, как живут процессы, как идет жизнь и как жить в моменте и доверять, ну, как бы своему внутреннему инстинкту, потому что в большинстве случаев он тебе подсказывает правильно на твоем пути. Мгм. Это необъятная тема, ну, то есть только хочется. Это такая тема, мне кажется, что нам нужно к ней вернуться и проговорить ее уже глубже, потому что мы уже очень много о ней говорим, и просто нужно регрупп сделать уже и второй, и Новые глубины открывается каждый раз. Ну что ж, третий. То есть вместо того, чтобы поговорить про глубину, мы ее вам показали. да, мы ее прям прожили. И самое интересное, что я вот, пока мы сейчас с тобой записывали подкаст, я подумала, как было бы прекрасно, чтобы мы в моменте вот именно прожили то, что мы говорим. И мы как раз это сейчас и сделали. Вот-вот. Это Прямо было, на ваших глазах. это было просто удивительно. Я говорю, я вот сижу и думаю, блин, я надеюсь, что я смогу найти этого профессора. Я прям уже знаю, что я ему напишу. Найдешь. Потому что он еще тогда пытался немножко пробудить нас, студентов своих. А ведь чтобы дать такие задания, он же что-то уже видел. Он же что-то уже видел. А Однозначно. представляешь, сколько лет прошло, что он сейчас видит? Мне очень интересно просто вот поковыряться в его мозгах, в его мудрости даже не в мозгах. Да, но мне на самом деле, мне всегда с детства мне тянуло к более старшему поколению, потому что мне очень интересно было вообще познать мир, а у них вот эта мудрость, почему-то, ну, как бы мы сейчас многие забываем об этом, а они же прожили эту жизнь. То есть даже наши родители, они как бы прошли вот этот длинный путь, и у них свой опыт, и это же, ну, как бы, это ценно. И вот туда заглянуть, просто прикоснуться, побыть рядом, это ж такая честь, это просто, это невероятно. Да. Обязательно найди, боже мой, я, честно, уже с твоих слов, честно, мне очень хочется самой встретиться с этим человеком, ну, как бы, прям внутри меня загорелось. И вот Если, побольше бы таких людей. если я его найду,
то я его позову, чтобы мы с тобой интервью провели. Oh my goodness. Давай, давай. Ну, это будет на английском языке, но почти у нас все, кто смотрит нас, они говорят на английском тоже. Давай так сделаем. Я пойду его искать. Сегодня я его найду. Только это такая. Я помню его имя, я помню его, я даже знаю, как его найти. И он достаточно молодой был. Не сказать, чтобы он был Мгм. старелый, да, как бы он был молодой. И всего лишь прошло 18 лет, так что я его смогу найти, я знаю. Но если тебе это пришла информация, значит, по какой-то причине вам нужно встретиться. Что-то вы должны друг другу как минимум сказать для какой-то Да, причины. я как минимум должна его поблагодарить за, Да. за это, потому что тот scholarship, который он мне помог выиграть, потому что когда я написала это сообщение, ну, сочинение, он мне сказал, он говорит, мне очень нравится твое сочинение, я хочу его сдать на scholarship competition. И я выиграла. Вот опять же, как одно прикосновение другого человека может поменять весь твой путь. Вау. Ну хорошо, тогда вернемся к этой теме в следующий раз, и плюс у нас еще другие темы для вас есть. Да, именно так. И, пожалуйста, делитесь вашими впечатлениями, делитесь вашим опытом. Нам очень хочется узнать, через что вы проходите, какие знания к вам приходят, что вы ощущаете, вашу глубину, где вы находитесь, на какой глубине. Может быть, ваше первое сознание, когда вы увидели новый уровень, новую глубину в своей жизни, как это раскрылось, как вы это прожили. И просто рассказывать свой опыт. Это же важно. Важно, через свой опыт вы также помогаете, возможно, кому-то другому. Вот, поэтому мы сейчас с вами прощаемся, но будем к вам, как всегда, вернемся к вам через неделю. Благодарим вас за ваше время, за ваше внимание и за то, что вы с нами идете по этому пути. Спасибо, до встречи.